Ну что, всем тем, кто подходил к данному обновлению с завышенными ожиданиями, соболезную, а все те, кто просто сидели и ждали, что же такого расскажут Konami, ну, наверное, можно за них даже порадоваться, потому что, скорее всего, такие игроки не разочаровались от прошедшей трансляции, которую провели Konami. И в рамках этого ролика предлагаю поговорить о ней поподробнее, поскольку Konami раскрыли подробности обновления версии 4.4.0, что они добавили, что они изменили и что мы увидим уже с завтрашним обновлением. Если вы пропустили стрим на нашем канале, то устраивайтесь поудобнее, не забывайте поддерживать это видео своими лайками и подписывайтесь на канал с колокольчиком, если вы находитесь здесь впервые. Все мы с вами знаем, что если копить монеты в eFootball, то все равно не удастся выявить желаемого эпика. А поэтому, если вам необходимо приобрести монеты для eFootball Mobile, то вам на PlayRock. PlayRock — это маркетплейс товаров и услуг. Помимо приобретения желаемого товара, вы также можете предложить свои товары и услуги. А выводить средства с их сайта стало еще выгоднее, нежели раньше. И теперь комиссия с вывода снижена с 10% до 5 или 6% в зависимости от выбранного вами способа. Приобрести любой интересующий вас товар можно быстро и, самое главное, легко. Выбираем удобный способ и оплачиваем в пару кликов. Все происходит быстро и, самое главное, безопасно. И не так давно на PlayRock стартовал новый весенний розыгрыш, в котором можно выиграть игровой ноутбук, iPhone 16 Pro Max и PlayStation 5 Pro, а также 5000 рублей на свой аккаунт на PlayRock. Условия участия крайне простые. Вам достаточно подписаться на PlayRock в их соцсетях и также совершить платеж более чем на 500 рублей. И чем больше у вас билетов в рамках данного конкурса, тем больше шансов на победу. Результаты станут известны уже 24 апреля на официальном YouTube-канале PlayRock. Наконец-то Konami додумались до чего-то такого, что игроки успели сделать задолго до того, как они сами приложили к этому руку. Речь идет об одном из нововведений, которое станет доступно после обновления, а в частности демонстрация качества соединения во время матчей, которая будет демонстрировать вот такую вот своеобразную полосу, либо ровную, либо с американскими горками, в лишний раз показывая, насколько стабильным было соединение во время того или иного матча. Также теперь у нас будут отображаться полоски во время игры, которые будут показывать, насколько хорошее или же плохое соединение у того или иного соперника. Ну и также на официальном сайте Konami раскрыли полный список серверов, которые доступны для игры, ну, к которым подключаются те или иные игроки во время матчей дивизионов, ивентов и так далее. В целом, Konami раскрыли подробности того, как именно происходит подключение, либо напрямую P2P, либо же через конкретно взятый сервер. Но часть из этой информации игрокам и так была понятна. Что касается тех списка серверов, к которым мы подключаемся, поскольку на той же платформе ПК все это время присутствовала отдельная утилита, которая позволяла отслеживать и пинг, и сервер, к которому мы подключаемся. И наконец-таки до этого додумались сами Konami. Но в принципе это точно лишним не будет, и это как раз таки тот момент, за который их даже можно похвалить в рамках предстоящего обновления. Также во время прямой трансляции Konami анонсировали небольшие изменения в игровом процессе. В частности, они сослались на мнение некоторых из фанатов, что они не чувствуют разницы в передачах, которые делают те или иные футболисты, и теперь в зависимости от цифр пасов, которые присутствуют у игроков, передачи будут различаться по своей силе и, соответственно, точности. Соответственно, чем выше цифра пасов, тем быстрее и точнее доходят передачи от этих футболистов. Также, если вы боитесь людей не только в реальной жизни, но еще и в онлайн-компьютерных играх, специально для таких игроков Konami сделают отдельную возможность игры против искусственного интеллекта в рамках дивизионов. И, соответственно, чем выше дивизион, тем сильнее уровень искусственного интеллекта. Составы будут браться из числа пользовательских, то есть, я так понимаю, искусственный интеллект будет копировать чьи-то схемы, чьи-то конкретные карточки, как они расставлены, и, соответственно, исходя из этого будут плясать. Как говорит сам продюсер, это сделано для того, чтобы сделать погружение в игру более плавным, и попытка хоть как-то скрасить переход к матчам против реальных соперников, чтобы он был более дружелюбным, максимально приветливым, и опыт после этого был максимально положительным. Ну а что думаете об этом вы, можете отписать в комментариях. И наконец-таки, спустя 4 года с момента анонса eFootball и анонса кроссплатформенности, мы наконец-то дождались ее, но, к сожалению, пока что не полноценную и далеко не во всех режимах.
Таким образом, кроссплатформенность будет доступна между игроками на ПК и консолях PlayStation и Xbox. Кроссплатформенность будет доступна в рамках товарищеских матчей и отдельных кооперативных матчей. Правда, не совсем понятно, будет это касаться товарищеских кооперативных матчей или кооперативных матчей в рамках ивентов, которые также доступны. Об этом Konami не уточнили. На данный момент мобильные устройства пока что отсутствуют, поскольку как таковой поддержки мобильных геймпадов пока что в игру еще не завезли. А поэтому появление мобильных устройств в этом кроссплатформенном списке пока что откладывается. Точно так же, как и кроссплатформенность в рамках дивизионов. Konami также немного пересмотрели свое отношение к функции добавления навыков, и таким образом они ее дополнили и слегка усовершенствовали. Удалять добавленные навыки, то есть если вы выловили что-то, что вам не нужно, то вы можете этот навык запросто удалить и оставить пустой слот для того, чтобы перекинуть какой-то конкретный навык с какой-либо карточки, и теперь навыки могут выбираться по-разному. Все так же рандомно, но с некоторой выборкой. Либо рандомно полностью, когда вы не выбираете категорию того или иного навыка, будет это навык, связанный с пасами, с ударами, защитные, вратарские навыки, либо же вы можете выбрать категорию, опять же, те же самые удары, пасы, защита, и вот уже из этой конкретной категории вам рандомно выпадет тот или иной навык. Я уверен, что это далеко не все, что мы получим с завтрашним обновлением, что касается именно вот кампаний, целей, наград и прочего, но про одну из существенных и самых глобальных кампаний, которую мы получим на ближайшее время, мы таки узнали. И эта кампания в честь 850 миллионов скачиваний игры. В рамках этой кампании мы сможем заработать, как-то ни странно, 850 монеточек, не тысяч, не миллионов, просто 850 золотых монет. Также мы получим отдельный бейджик с тройкой MSN, вот такую вот супер стильную форму, ну и, конечно же, поинты и еще раз поинты. И, в общем-то, по сути, это все, о чем Konami рассказали в рамках данной трансляции. По своей сути, она продлилась не более чем 20 минут, и, соответственно, вызвала у игроков какое-то отторжение, непонимание, разочарование и даже злость. И, с одной стороны, понять их можно, потому что сами Konami анонсируют все это как глобальное обновление. И, опять же, тут как кто понимает это самое глобальное обновление. Для кого-то это и есть глобальное обновление, а кто-то ждал нечто большего, какую-нибудь мастер-лигу, или глобальные изменения графики, или еще чего-то. Но это проблема отдельно взятых людей. С другой стороны, я не могу с ними особо поспорить, потому что, несмотря на полезность данных нововведений, изменений и нового контента, в принципе, я не против него, и он мне даже нравится. Но я тоже не могу назвать это прям глобальным обновлением. Как по мне, таким вот должно быть среднестатистическое обновление, которое мы получаем каждый новый четверг. Ну, может быть, не по такой ширине размаха, что касается изменений игрового процесса, таких вот кампаний, ну, по крайней мере, вот небольшого изменения функций, потому что, ну, в глобальном-то смысле не сказать, что они прям что-то новое сделали, они просто дополнили то, что уже имелось в игре. Но также хочется выразить отдельный плюс за то, что они позвали продюсера серии и его ассистента, или же помощника, поскольку в предыдущие две трансляции, которые стали фишкой именно с этой 25-й части, когда мы получали каких-то азиатских ведущих, здесь мы услышали о новом контенте, об изменениях, по сути, из первых уст, что на самом деле тоже неплохо, если мы не принимаем во внимание, что люди ожидали, ну, чуть большего количества изменений. Но, опять же, сам факт, что об этом рассказал продюсер, что Konami решили вот сделать упор на то, чтобы попытаться, не буквально-таки быть бок о бок с пользователями, но попытаться быть на одной волне с ними, уже неплохо на самом деле. Ну а что думаете вы, дорогие друзья? Как и всегда, ваше мнение я буду ждать в комментариях под этим роликом. Разочаровала ли вас данная прямая трансляция, или же вы услышали все то, на что по сути и рассчитывали, по количеству контенту, по качеству контента и прочим моментам. Также не забывайте поддерживать это видео своими лайками, ну и, конечно же, подписывайтесь на канал с колокольчиком, если вы находитесь здесь впервые. Я же всех благодарю за просмотр этого ролика и желаю вам всем удачи. До скорых встреч!